Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь. В этом видео мы соберем фигурку персонажа по имени Стилет из аниме Frame Arms Girl. Одноименный модельный ряд выпускается компанией Kotobukiya. Стилет является так называемым мехом. Мехи — это гигантские роботы или машины, управляемые людьми. Эти машины сильно различаются по размеру и форме, но отличаются от обычных транспортных средств своим гуманоидным или биоморфным внешним видом и размерами, как правило, сильно превышающими человеческий рост. Такая техника, наряду с гандамами, часто встречается в аниме и манге. При этом в аниме Frame Arms Girl мехи совсем небольшие, можно даже сказать крошечные, поскольку в этом аниме мехи задумывались как настоящие сборные модели. Отсюда есть большая сложность в определении масштаба данного набора. Компания Kotobukiya его не указывает, однако если принять во внимание аниме, то получится, что масштаб 1:1. Давайте посмотрим, что находится внутри коробки. Этот набор, как и многие другие современные японские наборы, выполнен из разноцветного пластика. Цвет пластика выбран так, чтобы соответствовать цветам играбельного меха из компьютерной игры Phantasy Star Online 2. Эта многопользовательская ролевая онлайн-игра содержит в качестве одной из военных сил структуру ARCS. Аббревиатура AIS, используемая в качестве обозначения цвета данного набора, может быть примерно расшифрована как перехватчик ARCS. Обратите внимание, что в наборе уже идут несколько предварительно окрашенных лиц с эмоциями и глазами. Это означает, что данный набор, если не заморачиваться, может собрать даже новичок, и все равно получится отличный результат. К сожалению, так как подобные наборы мало популярны вне Японии, инструкция, хоть и очень красочная, подробная и понятная, содержит комментарии только на японском языке. Декаль в наборе содержит маркировку AIS, которую можно использовать при сборке модели, а также отдельные декали для глаз. Пользоваться этой декалью я не буду, поскольку, как показал мой опыт сборки, декаль слишком толстая и не очень хорошо дружит с лаком. Я решил не просто собрать данный набор, но и полностью его перекрасить, конечно же, сохранив основное сочетание цветов. Единственный цвет, который я поменял, был голубой, его я заменил на зеленый. Для того, чтобы качественно окрасить все детали, я их все отсоединю от литников, отдельно окрашу, а уже потом перейду к сборке. В этом наборе питатели от литников подходят к деталям так, что при их отсоединении остаются видимые следы. Все их необходимо будет зашкурить. Красные детали набора будут окрашены при помощи нескольких оттенков красного цвета, для того, чтобы разнообразить внешний вид модели. Сначала окрашиваю некоторые детали в темно-красный цвет. Для того, чтобы увеличить глубину других деталей, я их изначально окрашу при помощи краски серебряного цвета. А когда серебряный цвет высохнет, поверх нанесу глянцевый красный лак. Некоторые детали я окрашу в два цвета. Для этого придется использовать маски. Пока детали сохнут, можно перейти к сборке других элементов модели. Некоторые детали лучше предварительно собрать, перед окраской. Так окрашивать их будет проще, и результат получится лучше. Многие литники в данном наборе изготовлены с применением многоразъемных пресс-форм. Тем не менее, сложные объекты все равно необходимо собирать из нескольких отдельных деталей. Для того, чтобы избавиться от тех швов, которые слишком заметны, можно воспользоваться шпаклевкой. Для увеличения объема волос предварительно окрасим их при помощи темно-коричневой краски. Затем, добавив в темно-коричневый цвет немного белого, немного его высветлим и уберем насыщенность цвета. Завершим окраску волос при помощи совсем светлого оттенка.
Некоторые элементы, в особенности это касается тех, которые являются подвижными шарнирами, я не буду окрашивать, для того чтобы не нарушить зазор, который существует между этими деталями и пазами, в которых они крепятся. Это необходимо для того, чтобы детали впоследствии свободно вращались. В процессе сборки данного набора нам часто придется отдельно собирать и окрашивать многие элементы, например, оружие. В этом наборе присутствует несколько видов вооружений. В частности, это шестиствольный пулемет, ракетная установка, 2 японских меча. При этом компания Kotobukiya выпускает дополнительные наборы вооружений для этой линейки своих моделей. После того, как будут окрашены все элементы, входящие в некоторые подсборки этого набора, мы можем собрать их вместе. Например, уже можно собрать голову модели. При окрашивании некоторых деталей набора придется закрасить уже нанесенный на них дополнительный цвет. Это не страшно, мы вернем его впоследствии. Для этого опять придется маскировать модель. Напомню, что вместо голубого цвета я буду использовать зеленый. Продолжаем сборку модели. Шарниры, как и раньше, не окрашиваем. Юбка спроектирована таким образом, что при изменении позы модели она не будет мешаться. Зеленые полосы нанесены также при помощи масок. Сопла двигателя окрашиваем при помощи краски Extreme Metal. Данная краска наносится тонкими сухими слоями. Во время выполнения этого шага убедитесь, что подача краски минимальна. Создаем эффект побежалости металла. Для начала окрасим двигатель с использованием глянцевого желтого лака. Затем, ближе к концу сопла, аккуратно нанесем глянцевый красный лак. На данном этапе необходимо добиться того, чтобы полоска красного лака была совсем небольшой. Для того, чтобы завершить эффект, на самом конце сопла наносим тонкую полоску глянцевого синего лака. К этому моменту многие основные подсборки модели будут завершены. Перейдем к их соединению. Мечи окрашиваем в несколько этапов. Сначала я решил сделать рукоятки красного цвета. Затем маскируем рукоятки и окрашиваем оставшуюся часть меча в черный глянцевый цвет. Затем наносим несколько тонких слоев краски Extreme Metal, цвет хром. После того, как мечи будут окрашены, для увеличения глубины можно воспользоваться черной смывкой. Ракетную установку я окрасил следующим образом. Саму пусковую установку при помощи цвета Metallic Black, ракеты в светло-серый и красный. Некоторые отдельные элементы проще окрасить при помощи кисти или зубочисток. На данном этапе модель будет практически завершена. Все основные детали будут окрашены, основные подсборки сделаны. Можно будет переходить к окончательной сборке модели. На некоторые элементы переводим декали. Фиксируем декали на модели при помощи жидкости фирмы Tamiya Mark Fit Strong.
Эти детали, на которые нанесены декали, дополнительно покрываем глянцевым лаком. И продолжаем сборку. Устанавливаем на место голову модели, и основной этап сборки будет завершен. В наборе присутствует сменная рука и нога. Последним шагом будет окрасить их и собрать. Эти дополнительные детали устроены несколько сложнее всех остальных, и окрашивать их придется в обязательном порядке с использованием масок. Для того, чтобы сымитировать полупрозрачность чулок, которые в оригинале в модели просто выполнены из черного пластика, предварительно окрасим детали в цвет кожи. Затем при помощи черной матовой краски зонально окрасим эти детали. Логика нанесения черного цвета очень простая. Сначала наносим больше черного цвета там, где чулки будут казаться плотнее, а затем аккуратно окрашиваем всю деталь равномерно, для того, чтобы выровнять оттенок. Собираем оставшиеся детали. Данную модель можно ставить в разные позы, менять у нее некоторые детали, навешивать новое оружие. Однако основные шаги сборки мы прошли. На этом сборка фигурки будет завершена. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось, на традиционном круговом обзоре. И на этом все. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии здесь и на моих страничках в социальных сетях. Для материальной помощи развитию каналу используйте ссылки, приведенные в описании ролика. Большое спасибо за внимание, отличных вам моделей, до новых встреч!